у нас есть йодофобия. Несмотря на то, что мы в тотальном дефиците йода, у нас люди боятся йода. Почему это вдруг иммунная система, твоя родная, ни с того ни с сего начинает атаковать твою же структуру твоей щитовидной железы? В анализах все ок, а ты не ок. Получается, что ты все равно все эти симптомы испытываешь. И железа щитовидная говорит, а Селе надо еще там 5 городов облететь и попахать. И у меня надпочечники уже слабые, но щитовидка еще пашет. Есть один пункт, да. который говорит о том, что щитовидная железа не окей. Это холодные руки и ноги, ледышки. Пока вы, Лора, из стоматолога не закончите, ко мне можете не приходить, эндокринологи. Если у вас следы от труселей, отечности, холодные руки и так далее, Сухая то я, кожа. конечно, сухая кожа, я советую седые волосы, вам нужно точно к эндокринологу и разобраться. Если бы все так было просто, как по учебнику, ну тогда бы все бы открывали Google, и вот он вам всегда диагноз был бы, ну, как на поверхности. Да, мы должны благодарить органы. Короче, надо каждое утро мантры петь органам и говорить спасибо, щитовидка, спасибо, гипофиз. Друзья, мы пробуем для вас разные форматы подкастов и разных гостей. То трое, то четверо, то двое. В прошлый раз делали новогодние, где стебались над Байдиловым с Ануаром, смеялись над стульчиками, как правильно ходить по-большому на унитаз и так далее. Сегодня хочется сделать максимально душевный, удобный и, главное, простой рассказ о королеве, как сидят эндокринологи, вам сейчас скажут, королева нашего тела – это щитовидная железа. Поэтому у нас сегодня 2 эндокринолога. Главврач нашей клиники Эльвира Асхатовна, эндокринолог, анти-эйдж доктор, которая работает на вашу молодость, энергию, здоровье, красоту. И Шолпан Нурлановна, наша красавица, умница, эндокринолог и детский, и взрослый. Она детям дает рост, снижение веса, взрослым дает... Кому надо Оземпик, кому надо Моунджаро, а кому надо просто подзатыльник. Закрыть рот, да, кому надо пинок просто. Закрой рот, не жри. В общем, сегодня разгоняем тему конкретно щитовидной железы, потому что, как оказалось, вот мы вчера писали подкаст про красоту кожи, и Арман Байдилов 2 часа говорил о том, что пока у тебя есть гипотереоз, забудь, что у тебя не будет отеков, у тебя будут выпадать волосы, у тебя будет пигментация. И сухая кожа. И сухая кожа. Увлажняйся, не увлажняйся. Да. Потом до этого писали подкаст с гинекологами, они тоже говорят, в менопаузу с гипотереозом не заходим. Вот сегодня давайте все про щитовидную железу. Что это и что это в Казахстане, по-моему, отдельная боль какая-то, да? Ну да, потому что в целом у нас Казахстан практически весь эндемичный в отношении йода, да, и практически каждый второй имеет сниженную функцию щитовидной железы. То есть это даже может быть как субклиническое проявление гипотереоза. Что такое субклиническое? Когда в анализах на верхней границе референса, допустим, гормон ТТГ или чуть выше, не доходя до 7, допустим, ТТГ, считается, что это субклинический гипотереоз, а периферические гормоны, они сохраняются в период референсных значений. И клинических проявлений немного, но они все равно есть, и считается, что это субклинический гипотереоз. Субклинический это значит какой-то по анализам нормально, да. Но по самочувствию... В анализах все ок, а ты не ок. Получается, что ты все равно все эти симптомы испытываешь. Может быть, они не такие выраженные, как в явном гипотереозе, но они все равно есть. Это какие симптомы? Это рыхлость тела. У многих, да, есть. Это снижение мышечной массы. Это всегда больше склонность к отечности всего тела. Это сухость кожи, сниженная активность кишечника, желчеотток, постоянном каком-то немножечко снижении. Да? Это ухудшение памяти. Это всегда вопрос остроты внимания, потому что они всегда притормаживают. Вот. И, конечно, это еще и изменение гормонального фона других органов. Интересно. Да. Получается, правда, щитовидка на все время. Да, она как королева, поэтому ее и называют королевой
гормонального статуса, что она всегда идет, даже локацию она имеет такую, да, между головой и шеей, да, это же не случайно, потому что она влияет максимально и на мозг, и на все тело. Да. И не зря ее называют царицей, потому что она действительно участвует во всех процессах, во всех обменах, я имею в виду белковом, жировом, углеводном обмене. Поэтому и патологии, связанные с щитовидной железой, они отражаются на всех обменах. Почему это? С банальных там сухости кожи, да, сухости пяток там условно, до уже глобальных бесплодия, ожирения и так далее. Вот давайте посмотрим, многие люди, которые к нам обращаются в клинику и вообще просто мне в директ пишут, иногда бывает, посмотрите мои анализы, Асель, и кидают, например, и там только ТТГ есть. И не сдают, например, почему-то Т4, Т3. А что, вот, что нужно, чтобы полностью понять картину, что происходит с щитовидной железой? Какие анализы? УЗИ или кровь? Что смотрим? Ну, я вообще предпочитаю всегда смотреть более углубленно. То есть панель щитовидной железы, гормонов, это должна быть и Т4, и Т3 фракция, да, свободные, и ТТГ, комплекс антител, антитеропероксидазные антитела и анти-ТГ, антитела к тиреоглобулину. Плюс, конечно, УЗИ щитовидной железы. То есть это даст возможность более лучше понять, что все-таки происходит и локально с самим органом, и с гормональным фоном. Поэтому нет смысла только по ТТГ ориентироваться, потому что в каких-то ситуациях ТТГ, он может быть нормальным или даже слегка сниженным. А тут мы уже ищем, возможно, ноги растут в гипофизе, да, то есть есть и вторичный гипотиреоз. То есть когда ТТГ наоборот низкий, и проявления тогда будут тоже как гипотиреоз, но это больше вторичная форма гипотиреоза, то есть на уровне гипофиза. Я еще хочу добавить, что вот люди зачастую тоже говорят, да, пациенты, и просто, вот у меня ТТГ нормально, зачем вы меня на УЗИ отправляете, да, например, ТТГ же хороший. Дело в том, что, чтобы все люди понимали, что функция железы и ее внешний вид, вообще любого органа, это разные вещи. Это как половина, да, то есть мы половину информации получаем, и мы по ней должны поставить диагноз. Это неверно в корне, потому что часто бывают такие ситуации, и, наверное, люди, кто сталкивался с этим, тоже могут это подтвердить, когда гормональный профиль хороший, не только ТТГ, Т3, Т4 тоже как будто бы хороший, но мы смотрим УЗИ, а там большой узел на всю долю. Или же наоборот, да, идеальная такая железа, как будто бы на УЗИ на вид, сдают анализы, ужас какой-то творится. Потому что эти изменения, они связаны во временном, да, промежутке, когда они происходили, плюс нужно смотреть, в какой период времени сдавался анализ или проходилось УЗИ. У нас как бы дети, например, если брать детей, они взрослеют, они меняются, они входят в пубертат, выходят из него. Там у нас есть стрессы в виде экзаменов, в виде, каких-то других стрессов, бессонных ночей, тех же самых с гаджетами и так далее. И это все может отражаться на том или ином анализе. Поэтому, конечно, если человек хочет получить полную информацию от врача-эндокринолога, то лучше сдавать весь спектр гормонов тиреоидных, щитовидной железы и УЗИ в комплексе. Если человек, по какой-то причине там не может сдать, то, конечно, мы базово смотрим ТТГ, хотя бы что-то. Зачастую это смотрят педиатры, чтобы понять, нужно его к эндокринологу отправлять или не нужно. Если ТТГ уже один изменен, по-любому уже есть изменения в других, то есть по соотношению друг к другу. Потому что референсы у нас по разным лабораториям могут быть разные, там где-то до 4, где-то до 3,7, где-то там еще какие-то изменения. Люди, которые сами оценивают это, они не всегда могут правильно интерпретировать анализы. И сейчас вот и GPT помогает всем интерпретировать, да, и любые такие искусственные интеллекты. Тут именно важность всего целостного подхода. Почему врач еще нужен? Потому что мы осматриваем снаружи, мы осматриваем внутри по анализам, мы осматриваем УЗИ, и только потом мы какую-то целостную картину выдаем. Да, почему даже говорят, не может УЗИ ставить диагноз? Потому что УЗИ только смотрит, вот, локально он посмотрел, описал орган, все. Он даже диагноз не может ставить. А только уже потом клиницист, который смотрит и анализы, и УЗИ, и ребенка, или взрослого человека воочию, он может завершить и дать какое-то заключение. Это не может сделать искусственный интеллект, потому что он только вот собирает информацию кусками. Что дали, то и да, обработает. он как бы собрал и он дал. Но зачастую оно не складывается, этот пазл. Потому что если бы все так было просто, как по учебнику, тогда бы все бы открывали Google, и вот он вам всегда диагноз был бы, как на поверхности. Там есть тонкости и такие Да. детальки, да? Я вообще была в шоке, что оказывается, я вот от вас услышала, оказывается, ранний пубертат
в том числе из-за гипотериоза, особенно когда у девочки рано начинают расти груди, потому что ТТГ высокий, а он центрально поднимает и все остальные гормоны. Он всем говорит: давайте просыпайтесь, будем секретировать. Да, Ну, то тут есть еще, не да. по времени просыпается гипофиз. Тут еще, я думаю, завязка на том, у тех детей, у кого гипотереоз, опять-таки возвращаясь к тому, что клиника, да, это отечность, это лишний вес, это инсулинорезистентность, прогрессирование, Да. и площадь поверхности тела у этого ребенка растет, и организм понимает, что он большой уже, он уже соответствует взрослому телосложению. Почему бы не запустить ранний пубертат? Уже готово тело к тому, чтобы стать взрослым человеком. Потому что телу, клеткам надо как-то коммуницировать Конечно. друг с другом, и они так и делают, да? Вообще уникально, конечно. Или наоборот, задержка полового развития, когда ТТГ не включился вовремя и не успевает половая система уже продуцировать свои половые гормоны. Да. Но смотрите, раньше классикой в медицине было: видишь высокий ТТГ, дай эутерокс. Вот эта связка. И вот тысячи женщин в Казахстане сидят на эутероксе годами. Какая сейчас функционально-превентивная альтернатива? Как снизить ТТГ, разбудить щитовидную железу, дать ей все? Это как? На самом деле, действительно, это прям проблема, да, последнего, я бы сказала, десятилетия, когда на условно нормальных значениях ТТГ, пусть будет 4-5, и сразу назначают эутерокс. Но сначала нужно, конечно, разобраться, в чем была причина такой задержки работы щитовидной железы. И иногда стоит просто поработать через кофакторы для щитовидной железы, для того, чтобы просто щитовидная железа скушала, грубо говоря, то, что долгое время она не получала. И уже функционально она становится намного лучше. Это какие кофакторы? Это L-тирозин, аминокислота, которая является основной для того, чтобы собирался этот базовый гормон. Да? Это йод, это селен, который необходим практически в каждом случае, потому что селен является активатором фермента тиропероксидазы. Да, все пероксидазы. Да, все пероксидазы. Это и цинк, это и витамин D, и витамины группы В. Да, обязательно. Это и B12, и B6, и фолаты. То есть действительно все, что нужно для любой клетки организма, точно так же для тиреоцита, который такая же стандартная у него, грубо говоря, задача скушать все, что ему нужно для синтеза щитовидной железы. Это как кашу из топора, да? Да. Свари мне какашу, а там тебе и масло, и пшенка, все нужно. Да, потому что, конечно, здесь нужно смотреть, что со стресс-фактором, что со сном, что с надпочечниками, какая вообще ситуация идет по приближению к менопаузальному возрасту, да, или зашел ли этот человечек в период полового созревания. То есть щитовидная железа, она никогда не стоит в стороне, она всегда участвует во всех процессах, грубо говоря, всех циклов важных в жизни и мужского, и женского организма. Поэтому щитовидная всегда требует к себе большего внимания и заботы. Вот смотрите, теперь у нас есть такой спорный момент, что каким-то образом у нас есть йодофобия. Несмотря на то, что мы в тотальном дефиците йода, у нас люди боятся йода. Хотя, когда вы ездите на море, или там, не знаю, люди, которые живут у моря, они в день через воздух потребляют Япония, 1000 микрограмм йода, а мы боимся 150 себе добавить 200. в рацион. Да? Почему? Потому что есть отдельные люди, 1-2 на 10 человек, у которых есть тиреотоксикоз, да, которые на йод дают вот эту вот токсическую реакцию. С чем связан вот этот токсический зоб? То есть у нас есть люди в гипотериозе и люди в тиреотоксикозе. В гипертиреозе. Гипертиреозе. Да, тиреотоксикоз – это просто как симптомокомплекс. А функционально щитовидная железа включает режим гиперфункции. И в такой ситуации, конечно, йод в любом поступлении уже будет достаточно нагрузочен для щитовидной железы, и, конечно, тогда нельзя назначать йод. И как мне понять, я в тиреотоксикозе или в тиреотоксикозе? Конечно, здесь симптомы, прежде всего, и сами по себе анализы. Симптомы гипертиреоза, они напрямую противоположны симптомам гипотиреоза. То есть, наоборот, человек разбалансирован практически по каждому случаю
эмоциональному он агрессирует, он не может терпеть долго какую-то ситуацию, то есть он быстро раздражается, это гневливость, да, то есть эмоционально он практически вот такой весь разболтанный, он худеет, потому что включается очень сильно основной обмен, да, то есть метаболическая активность, идет наоборот на ускорение, да. Это постоянное чувство тахикардии, то есть человек чувствует очень высокий ритм сердца. Да, он даже когда ложится, допустим, на правый или левый бок, он чувствует пульсацию. Это постоянная дрожь в теле, то есть мелкий или крупный тремор. Он или женщина, допустим, там выщипывает брови, красится, не может просто элементарные вещи сделать, потому что у нее все время тремор. У ребенка, если это проявляется в каком-то возрасте, когда человек еще учится, у него меняется очень сильно почерк, потому что тремор не дает ровную строчку выводить. Это тоже говорит о том, что гипертиреоз есть. Ну, конечно, тут нужно еще смотреть по другим функциям. А на что мы смотрим? То есть как по анализу? Мы смотрим также на анализы, самые, да, точно гормоны? так же, да, этот тиреотропный гормон, он уходит практически в нулевые значения. А наоборот, периферические гормоны Т3 и Т4 очень высокие, да, или выше референсных значений. Но это также нужно понимать, что аутоиммунный процесс здесь включается, потому что диффузный токсический зоб, или его называют еще болезнь Грейвса, да, базедова болезнь, это аутоиммунный процесс. Тоже аутоиммунный. Это аутоиммунный Так же, процесс. как и Хашимото. Да. Так же, как и аутоиммунный тиреоидит Хашимото. Да? Кстати, у Хашимото тоже есть фаза гипертиреоза, хаситоксикоз. То есть, когда поврежденные тиреоциты начинают в большом количестве выбрасывать йод и гормоны щитовидной железы в кровь. Но этот период может иметь только какой-то очень короткий промежуток времени, а потом уже функционально щитовидная железа заходит в гипофункцию, то есть не хватает ей, наоборот, производства своих гормонов. Вот такая коварная штука, но все идет именно через аутоиммунную воспалительную реакцию. Почему питание очень важно, да, протоколы питания. Вот наши доктора, когда к ним приходишь, почему час прием длится, потому что нужно еще объяснить, как питание влияет на активацию вот таких аутоиммунных процессов. Я бы еще добавила для вот людей, вообще вот Эльвира Асхатовна правильно затронула тему гипертиреоза и разновидностей гипертиреоза, потому что многие люди, ну, кто-то знает, что у него есть, допустим, тиреотоксикоз, симптомы тиреотоксикоза и гипертиреоз, кто-то знает про хаситоксикоз, но не знает. Но тут самым важным моментом является, что эти все явления гипертиреоза, они лечатся по-разному. Хотя в анализах они могут быть похожи. Поэтому вот эту диагностику должен проводить только врач-эндокринолог. Я еще скажу о третьем состоянии, которое может быть с гипертиреозом. Вот первое – диффузно-токсический зоб, болезнь Грейвса. Второе – хаситоксикоз, как фаза аутоиммунного тиреидита. И третье – это подострый тиреидит Деккервена. Есть такое тоже состояние, оно более редкое, когда мы тоже по анализам видим симптомы гипертиреоза, но он лечится вообще по-другому. Абсолютно по-другому. Да, потому что этиологически он из-за другой причины появляется. Обычно это вирусный. Да. Это веб. Ну, это не только обязательно веб, это любой. Это может быть просто вот какая-то вирусная инфекция, которая активировала именно воспаление в щитовидной железе. Да. Ну вот у меня просто буквально вчера был такой кейс, ну, вернее, уже мы в процессе лечения. Я к чему это говорю, что здесь именно важна правильная диагностика. И у меня была куча таких моментов, когда с подострым тиреидитом лечили тирозолом. Да, у кого есть диффузно-токсический зоб, они хорошо знают, что это... назначают. Да, тиреоблокаторы назначают, чтобы подавить функцию щитовидной железы, назначаются тиреостатики, тирозол, меркозадил и так далее. И вот и хаситоксикоз то же самое, как фаза аутоиммунного тиреидита, порой лечится тирозолом некоторыми специалистами, что крайне неверно. Ну, это неправильная диагностика идет, то есть неправильно. Вообще в медицине что самое главное? Поставить правильный диагноз, а дальше уже тактику лечения, ну, можно в книжке найти, прочитать. Самое сложное поставить диагноз. И те люди, которые с хорошим диагнозом, с правильным диагнозом, они получают правильное лечение. У которых нет диагноза или он неправильный, получает совсем другое назначение, и которое даже вредит порой. Ничего себе, да. Как это опасно, это бывает очень опасно, и порой некоторые... Я еще хотела в тот момент сказать, что хоть у нас раньше
мы говорили о том, что гормоны обновляются медленно, их нет смысла часто сдавать. На самом деле сейчас, я думаю, есть смысл иногда пересдавать гормоны. Для чего? Чтобы вот в таких спорных случаях подтвердить все-таки тот или опровергнуть диагноз и выбрать правильное лечение. И порой, если, допустим, даже вот простой банальный гипотиреоз, который вот мы видим, да, или субклинический гипотиреоз, и когда на чаше весов ты не знаешь, назначить этому человеку тироксин или тироксин-гормон, или же все-таки на кофакторах повести. Если есть сомнения, если вам доктор назначает уже тироксин на первом приеме с субклиническим гипотиреозом, есть возможность, я думаю, 2-3 раза пересдать этот анализ. Если вы видите, что тиреотропный гормон ТТГ как минимум остается высоким или еще больше становится, тогда, конечно, может быть, действительно где-то он нужен. Если все же он может падать или опять подниматься, меняться, то есть возможность начать все-таки с кофакторов. То есть без гормонального лечения. Интересно. Да. А вот знаете, вот я заметила, что некоторые люди, которые начали принимать йод в небольших дозировках, и вот у них началась тахикардия или вот эта вот токсика, они впервые узнали, что у них есть токсический зоб. С одной стороны, это диагностично, да, немножко потитровать йод, добавить и посмотреть, что с тобой происходит. Я думаю, или это совсем... опасно? Нет, Ну это, да, наверное... так лучше не стоит делать. Нет, тот ты человек, же с у едой которого можешь есть 100 у миллиграмм. кого есть 100 микрограмм. тиреотоксический зоб, они без йода об этом знают, потому что он все равно, человек с йод, во-первых, все равно потребляет ежедневно, мы же все равно с пищей получаем йод. Здесь немножко другая ситуация, потому что аутоиммунный процесс идет в организме, он самый главный. Вот с аутоиммунным составляющим нужно работать и бороться, потому что тиреотоксический зоб, болезнь Грейвса, она лечится очень тяжело и очень трудно, особенно, кстати, у детей. Потому что у них еще гормоны все меняются в течение жизни, тот же самый пубертат и так далее. У них протекает очень агрессивное это состояние, оно очень тяжело переносится вообще всем организмом. Вот мы говорили про тахикардию, про то, что сердце, оно становится как тряпочка у тех людей, у тех детей, которые долго находятся в тиреотоксикозе. То есть оно кардиомиопатия вот это сердце, оно как бы бьется там, до 100-120 ударов в минуту. То есть это постоянно стоит, как будто ты 100-метровку бежишь безостановочно. То есть такое состояние у этого человека. Поэтому изнашивание всех органов за счет ускорения того же метаболизма. Я тут скажу сейчас одну вещь, но это, наверное, не знаю, может, можно и убрать, в том плане, что если мы говорим про вес и усиление всех моментов метаболизма во время тиреотоксикоза, то есть такие моменты, что некоторые спортивные врачи для того, чтобы снизить вес, спортсмену, этот прием. Да. Снизить вес спортсмена, чтобы он в другую категорию перешел по весу, быстро, причем это надо делать. Они используют не оземпики там или саксен, они используют большие дозы гормонов щитовидной железы. Вот именно гормона Т3. Да. Но больше не Т4, потому быстрее, что активным метаболически именно является триодтиранин, гормон Т3. И вот некоторые спортивные доктора или тренера, которые немножечко начинают разбираться, они подсушивают или на сушку заводят. Это вообще тело. ужасно. Да, это ужасно, конечно, потому что там просто идут Моему мужу такие. тренера сейчас джентропин назначают. Я говорю, никакого тебе джентропина. Где-то, возможно, какое-то рациональное зерно в этом есть, но вот именно с гормоном щитовидной железы не все так просто. И здесь надо и с джентропином, с гормоном роста, с все гормоном непросто. роста вообще со всеми видами гормонов, конечно, нельзя вот так вот. В любом случае, да, гормоны, они, если человек назначает гормоны, я считаю, допустим, даже в спортивной медицине, в любом, думаю, это должен быть прям тесный контакт, потому что доза титруется постепенно, это используется, и где-то это есть положительные моменты в плане использования гормона роста, но это должно быть прям индивидуально, и это нужно постоянно чекапить, все сдавать, смотреть, нет ли стимуляции чего-то другого, чего не планировалось вырастить, кроме мышц там или костей, потому что на самом деле при использовании гормона роста даже вот перелом случился, вот бедренная кость, а бедренная кость самая большая, самая трудно заживляемая кость. При переломе бедренной кости там в гипсе 3 месяца можно ходить. И при использовании гормонов роста и вообще вот этих гормонов, которые стимулируют рост и мышц и костей, да, регенерация идет чудеснейшим образом. За 2-3 недели порой может кость зарасти. Да. То, что до этого, обычной медициной будешь ждать 3-6 месяцев там и так далее. Очень интересно. Это интересно, да, это вот. Возвращаясь, получается, к аутоиммунному процессу, Хашимото, даже есть большая такая книга, да, Хашимото и питание. И как мы работаем, как вы, как эндокринологи, работаете с иммунной системой? То есть нужно успокоить, это же антитела атакуют всегда и железу, да, что первично в этом? Вот я скажу, как в детской практике, да, потому что я детей тоже вижу с Грейвсом, потому что во взрослой практике они есть, но, как правило, или они уже в
ремиссию ушли, да, или они уже прооперированы, ну, то есть уже такие уже случаи. В детской практике мы все-таки на операцию отправляем не сразу, мы пытаемся лечить. И как я сама на своем опыте вижу, дети с болезнью Грейвса — это такие вот синдромы отличников. Это вот отличницы, такие хорошо учащиеся, трудящиеся девочки или мальчики, которые прям зациклены на совершенстве, на все вот как бы the best of the best, у них все должно получаться всегда. Если нет, они вот встают, у меня есть такая девочка, она прям встает там в 4 утра, ложится в 12 или в час, и буквально там 2-3 часа спит, чтобы подготовиться к учебе, чтобы все у нее было чики-пуки, чтобы там все было выглажено, все, то есть она не может пропустить или не сделать домашнее задание и так далее, и так далее. И как раз-таки вот таких детей, конечно, вот компенсация идет долго и трудно. И здесь нужно подключать и питание, и психолога, ну, то есть немножко перестроить ощущение ребенка вообще в пространстве, потому что даже родители говорят, да мы его не учим, мы ее не требуем с нее там отличных оценок, мы не ничего, мы говорим, да вообще расслабься. А это да, а ребенок это не может понять, он не понимает, он в этой среде всегда жил, он так себя настроил, он так умеет и считает, что это самый лучший Это вариант. тоже этим движет щитовидка? это Я же думала, это гиперстресс. как-то серотонин. Нет? Ну, конечно, если в биохимический процесс там глубоко войти, это все Возможно, вместе, да. это тоже взаимосвязано. Да. Но на самом деле мы же не зря говорим о том, что, допустим, щитовидная железа заболевает у большинства людей, у которых есть вот эта вот невысказанность, что вот это горло, Психосоматика. да, психосоматика, что ты не досказал, в себе сдержал раз, два, три, полжизни сдерживаешь, и вот оно. И вот со временем у тебя заболевание появляется, щитовидная железа, аутоиммунный тот же тиреидит. Почему это вдруг иммунная система твоя родная, ни с того ни с сего начинает атаковать твою же структуры твоей щитовидной железы? Ну, как говорят диетологи, иммунологи, они говорят из-за циркулирующих Иммунных белков, комплексов, иммунных Да, комплексов. или Ну, чужеродных Ты белков. ешь молочку, Да, ты ешь глютен там. глютен, и это все циркулирует, и твоя система Перегружается. и начинает Да. атаковать. А тем более, если через кишечник, через плотные связи эндороцитов да. у тебя проникает все в Повышенная кровь, у тебя проницаемость. в крови циркулирует все, а иммунная система начинает понимаю. атаковать. Ну, есть еще больше, мне кажется, это может быть тоже сейчас, но больше я в микробную теорию, наверное, больше верю, потому что вирусы и бактерии, которые мы получаем каждый день, они в нас тоже находятся, даже тоже стенка клетки стрептокока, банального стрептокока, у нее есть сходство со строением, вот, допустим, клапана сердца, да, почему вот ревматизм мы лечим быстрее. И тут, мне кажется, в щитовидной железе тоже аналогичная ситуация, что иммунная система настолько перегружена всеми, что мы пьем и едим и так далее, что она начинает путать структуры, собственные Свой, структуры, чужой, да, да. Тем более чужим пористые такие, да, Да? железы. Да, да. Но еще очень немаловажно отметить, что вирусная загрузка часто является одной из причин аутоиммунных процессов. То есть практически, не знаю, каждый третий тоже имеет хронические вирусные заболевания, тот же Эпштейн-Бар вирус, тот же герпес симплекс, да, первый, второй тип. Или шестой. Да, или шестой. И цитомегаловирус. Вот это все, конечно, в последующем перегружает тоже иммунную систему, и она именно вот реагирует таким образом, что не воспринимает ткани своей щитовидной железы, и вот агрессия идет к своему собственному органу. Поэтому плавно можно тут перейти о том, что такие дети, такие люди все равно, вот я всегда говорю на приемах о том, что даже если вы как будто вам кажется, вот у вас нет проблем там с кишечником, нет паразитов, как многие думают, или там, ну, нет там бактериальной или вирусной нагрузки, но есть аутоиммунный тиреидит, все равно такие люди должны, ну, там, в какое-то время, там, раз в полгода, раз в год проходить, по моему мнению, противовирусную, противобактериальную, противопаразитарную терапию. Ну, в той или иной степени у кого что преимущественнее. Натуропатические. Конечно, да. То есть даже если там кал сдал, и у тебя якобы там ничего нет отлично, все равно какие-то растительные препараты, особенно детям, я это всегда рекомендую, всегда об этом говорю, для поддержки все равно нужно пить. И на самом деле те, кто это проходит, они сами замечают, что ребенок стал меньше болеть, что у него лучше показатели щитовидной железы, что он стал лучше расти, прибавка массы пошла, ну, в хорошем смысле этого слова. То есть вот такие маленькие-маленькие как будто шажочки, я даже потом говорю, даже вот вы этот протокол, если вам пошел, даже если нет возможности приходить к врачу, вы можете повторить этот протокол. Повторяйте. Конечно, да, потому что там все натуропатия, там все растительное, то есть если ребенок нормально переносит, нет смысла бояться эти препараты использовать. Окей, ну вот смотрите, теперь получается, я узнала, что, например, у меня, вот хочу вернуться к периферическому гипотериозу, субклиническому.
Межклеточному. Кто-то в рилсе показывал, если у тебя остаются следы от труселей и Да, от носков, носков. Да. если у тебя ты трогаешь, и у тебя такая есть отечность, межклеточный отек, то, скорее всего, у тебя гипотереоз. Да, причем больше, мне кажется, все-таки локация, вот по моему клиническому опыту, верхней половины тела вот этой отечности, то есть лицо, надключичные ямки, да, там не такие ярко выраженные, руки, особенно к вечеру, когда колечко не Кажется. можешь снять и остаются следы от часов, да, то есть больше верхняя половина тела. И вот Очень как интересно. раз тут вот важно, да, физикальный осмотр проводить, чтобы понять, потому что отечный синдром, он многим да, патологиям характерен. Это и заболевания Почки. почек, да, это и белковые отеки есть, да, когда просто человек вегетарианит, веганит и не доедает свою порцию суточного белка и уходит тоже в какие-то безбелковые отеки. Ну и вот, в общем, короче говоря, нужно осматривать и видеть, когда и в каких местах лишняя жидкость откладывается. За ушами или за... Да. И вот я поняла, что у меня, например, субклинический гипотереоз, но все по анализам нормально. Что мне делать? Спасибо, любимая. И я при этом худая, например, не знаю, есть такой skinny fat, но ведь худые люди могут тоже быть Да, в гипотереозе. конечно. В целом, неважно, какого ты телосложения, гипотереоз может проявиться у тебя в любые острые периоды напряжения твоего в целом иммунного состояния. То есть это перелеты, это недосыпы, это гипернагрузки какие-то в зале, да, там в фитнес-зале. И это просто физические нагрузки, когда ты на работе горишь, у тебя там аврал. Дедлайны, да. Да, дедлайны горят. И поэтому, конечно, даже если ты стройный, но у тебя череда вот таких событий в минус, конечно, может привести к гипотереозу субклиническому или клеточному. Здесь, конечно, нужно еще учитывать, все-таки я считаю, вот, наверное, Шолпан Нурлан со мной согласится, генетические особенности, предрасположенности, потому что есть некоторые полиморфизмы генов, допустим, те же диодиназы, которые просто могут быть изменены и не дают хорошей вот этой реверсии, да, конверсии Т4 в Т3 по какой-то причине. И вот так очень часто мы смотрим в анализах все хорошо, но забываем о том, что есть реверсивная форма Т3. Да, вот, Да. давайте про это поговорим. Очень И, многие в рилсе говорят, вот гормон, на который все забывают посмотреть, Да, это да. реверсивный. Ну, это как вот депо Т3, который не активен физиологически или клинически, но он свои 5 копеек в общую массу свободного Т3 добавляет. Но из-за того, что больше все-таки процент реверсивной формы, проявления гипотереоза будут, а анализы остаются хорошими. Поэтому и в каких-то ситуациях нужно смотреть реверсивную форму Т3. И вот как раз здесь диодиназы включаются, именно первая, вторая диодиназы, которые помогают в И тканях. как их включить? Ну, там, конечно, это всегда селен, это всегда тирозин, это всегда отсутствие дефицитов именно по микроэлементам. Да, первично, вот многие говорят про токсичность тирозина, да, что вот тирозин любит микрофлора, ТМАО вырабатывается. Да. И, тоже здесь не всегда и не всем, но в любом случае, вот говорю, все нужно взвешивать, все за и против. И важно соблюдать, конечно, дозировки. То есть не больше 500, не больше максимум 1000 миллиграмм тирозина должно поступать. Это и касается и йода. Вот, давайте про йод скажем. Есть биохакеры, которые делают йодные загрузки. Для чего они делаются? Йодные загрузки, ну вообще, это тоже как бы тема для обсуждения отдельная. Когда используется, что такое йодная загрузка? Это когда используются большие дозировки йода в миллиграммах. Для сравнения мы там про микрограммы. Нет. Мы говорим про микрограммы, да, а там с загрузкой миллиграммами, там 50 миллиграмм, там 12,5 миллиграмм. Это 5000 микрограмм. Это да, умножайте, да. А мы даем 150-300.
И еще боимся, Да. что это будет токсичность. Вот. В таких случаях, конечно, ну хотя даже йодная загрузка это рабочий момент, но правильно нужно ее делать. Проблема в том, что у нас люди, не понимая, сами бахают сразу большую дозировку йода, а потом им плохо там становится. Но здесь момент такой, что йод как сам по себе элемент, если мы его берем в таких нормальных физиологических дозировках, он не токсичен. И почему-то многие люди думают, что при аутоиммунном процессе йод нельзя. Типа это активирует аутоиммунный процесс. Да, если мы говорим о больших вот таких моментах, когда идет йодная загрузка, хотя даже с аутоиммунным тиреоидитом при правильном использовании других антиоксидантов, там селена, цинка и других, загрузка может хорошо пройти. А в данном случае, если мы говорим о дозировках физиологических или, ну, немножко суpraфизиологических, в конкретном случае, нету токсичности. Пожалуйста, не бойтесь за это. Это лучше, чем... То есть, чем мы дадим пищу для щитовидной железы или дадим чистый гормон. Всегда надо взвесить на чаше весов. Если железа работает, если вы дадите чуть больше йода, селена, там, витамина Е, А, С, и она у вас сама пошла, так зачем переходить на гормоны щитовидной железы? Многие люди этого не понимают. Некоторые думают, что лучше пить одну таблетку гормона, чем пить йод, там, селен, и это несколько еще таблеток. А у тебя чувствительность падает. Вот люди, которые сидят годами на утироксе, вот скажите, подтвердите. вы как себя чувствуете? Да. Вы отлично прям себя чувствуете. Вы подтвердите, напишите прям в комментариях, что я дошла уже до 150 дозировки, да, и нифига да. не работает. Я такая же потому что отечная, я такая же сухая, я такая же нерегулярно месячными и так далее. Да, так далее. и более того, на УЗИ щитовидка высохла. Атрофичная, вообще маленькая. Да, становится. практически, да, она теряет свою объемную функцию, да. А потом мы хотим слезть к щитовидной железе, когда из нее С уже гормонов. ничего нет, да, из гормонов. Когда уже ткани щитовидной железы как таковой нет, дозировка там 150-200 микрограмм утирокса, и говорит, я хочу отказаться. Это сложная ситуация, потому что когда уже железа, ну, как бы ее как фактически нет, из Уже чего невозможно. мы ее вырастим. В некоторых случаях, конечно, возможно там снижение хотя бы дозировок, ну опять реанимация, но опять-таки это зависит от стажа того, сколько лет человек уже принимает гормонную терапию. Но мы же видели, что железа растет на пептидах, да? Давайте поговорим про класс препаратов для щитовидной, которые не все врачи используют, но они классно работают, пептиды. Ну, тоже здесь, видишь, и не всегда, и не всем. Ну да, с оговорками. да, но пептиды это для кого-то очень классный. Да, очень хорошая альтернатива ЗГТ, да, заместительной гормонотерапии левотироксином. Поэтому пептид в самом старте, в самом дебюте заболеваний я бы предложила прям, ну вот как бы на все 100%. Если только-только человек зашел в это состояние, еще есть шанс все исправить, как грубо говоря, да, точка невозврата еще не пройдена, и тогда в таких ситуациях пептидная регуляция, да, вот эта биоидентичная щитовидная железа, в таких ситуациях прям очень классный инструмент. Но она в основном свиная. Ну, и да, и свиная, и крупноворогатого есть? скота. Есть крупноворогатого скота тоже, вот да? российские пептиды, они больше крупноворогатого скота. Да, потому что тайские... Да, они свиная. Ну, там, если честно, ребят, она прошла уже такой интенсивный период очищения, что там от свиных каких-то молекул ничего не осталось. Это просто уже лекарство, ну, грубо говоря, да, но это такое физиологичное лекарство. Здесь... Но зато классно работает. Вообще я заметила, что в нашей клинике хорошие результаты дают и сами железы, да, то есть вытяжки из крупного рогатого скота и поднадпочечниковых пептидов, и щитовидных пептидов, и селезенки там и так далее. Все классно работает. Органы к органам. Органы к органам, да. Вот смотрите, получается, у нас мы разложили всю щитовидную железу до субатомов, а теперь давайте по связям пойдем, да, что первично, получается, ну понятно, селен всем в микродозировках, потому что все пероксидазы и активация всех гормональных систем это население, понятно, да. йод кому по анализам. Но я бы, можно оговорку сделала, да, что не стоит бояться йода физиологических дозах. Да? Это сколько? До 250, ну максимум 300. То считаю, что 300 где-то немножечко все-таки погранично. Да, высоковато. Но до 200... Классно. У нас все препараты до 200. До 200 я считаю, что капельки. Это такая, да. Особенно женщинам, когда она заходит в период беременности. Там двойные нагрузки идут, да, и плоду нужна вот эта вся поддержка, и маме.
Хочешь Поэтому умного ребенка? да. Давай Йод йод. нужен, да. Обязательно. Да. И, но с селеном, с кофакторами, да, вы сказали. А Селен, теперь да. Селен, я тут еще оговорку хочу вспомнить и сказать, что люди всегда спрашивают, как же снизить наши антитела к ТПО, и вообще нужно ли их мониторить, если они один раз повышены. И большинство врачей говорят, ой, нет, все, больше не сдавай их, они у тебя будут всю жизнь повышены, ничего не изменится. На самом деле, вот такие базовые препараты, такие как селен, те люди, кто пропил курс, допустим, его в хорошей дозировке, ну и с правильными препаратами для самой щитовидной железы, вы можете увидеть, как снижаются антитела. Хотя бы антитела. Я уже не говорю про аутоиммунный протокол питания, да, про который мы немножко затрагивали сейчас. На нем вообще хорошие результаты, просто его сложно держать длительное время. Но те, кто протестил, они знают прекрасно, что антитепо, антитг на правильное питание, без глютена, без сахара, Большинство да, может оно снижаться. снижается. Ну, я говорю, база хотя бы препарат селена. Правильная дозировка с комплексным препаратом для самой щитовидной железы, там с йодом, например, с пептидами, с чем-то. Вы увидите снижение. Я не говорю, что они в ноль упадут, но они начнут снижаться. А если вы добавите еще натокиназу, вообще будет. Да, и кстати, другие. это вообще шикарно. Ферменты Натокиназу противовоспалительные. добавьте, и у вас антитела прямо упадут. А если потом еще вы low-dose налтриксон, ну это Да, уже... ну это совсем... Это уже к врачам, тоже когда на прием другая, придете, да, история. вы можете индивидуально какие-то вещи сделать, которые не для всех, а персонализация медицины. Хотела немного поговорить по связям. Что первично? Вот, например, есть связь, да, гипофизарная, гипоталамо, надпочечниковая ось. У нас все железы, получается. Расскажите про это. Работают. Что за ГГНО? Как она называется? ГГНО. ГГНО. Вообще вся эндокринная система работает сообща. Поэтому и пошла такая ось, которая по ней идут положительные связи, когда верхний стимулирует нижний, допустим, там гипоталамус, гипофиз прицельно щитовидную, или там яичники, И надпочечники, да, и периферию всю. То есть есть периферию. дирижер какой-то, Да, который говорит, стартует, давайте. давай. И Ага. обратно также, то есть если гиперфункция какого-то органа или, наоборот, гипофункция, она назад тормозит, тот тормозит того, и тот того. И, то есть Обратная они все связь, в курсе. отрицательная. Обратная отрицательная связь. Поэтому именно почему в эндокринологии всегда сдаются в комплексе гормоны органа того, который мы смотрим, и еще там гипофиз мы смотрим. Вот, ну, тропные гормоны ТТГ, там ФСГ, ЛГ и так далее, пролактин и так далее. Потому что мы всегда должны видеть, где патология, чтобы понять. То есть это, как уже говорила Илья Расхатовна, это только орган страдает, Первично. да, первичный там гипотиреоз, или это там вовлечен туда еще и гипофиз, или связь между ними нарушена, или нарушена чувствительность к рецепторам ТТГ, то есть разные ситуации. Бывают и вот такие вот генетические, когда мы говорили о том, что, ладно, доединаза это один момент, что вообще есть нечувствительность рецепторов к Рецептором гормону. ТТГ может просто не Не читаться читать. рецептором ТТГ. И тогда, да, все симптомы гипотиреоза тоже будут. Ну, то есть нарушается связь Это между вот как железой, инсулинорезистентность, да, Да. точно так же и к гипофизом. рецепторам ТТГ. То есть она не слышит гипофиз не слышит ее. Пересекается связь. Вот, то есть ситуации тут разные бывают. И что первично? Например, надпочечники. И со всем этим еще дирижирует какой-то кортизол. Да, То есть надпочечники. надпочечники, что первично? Вот я устала, и первично истощается сначала надпочечники, и железа щитовидная говорит, а селе надо еще там 5 городов облететь и попахать. И у меня надпочечники уже слабые, но щитовидка еще пашет. Или кто сдается первым? Ну, вот здесь все, мне кажется, тоже очень Да, индивидуально. индивидуально. Нельзя сказать, что вот только так, по такому механизму все развивается. Но я все-таки по своим пациентам вижу, что первичнее был всегда стресс. А стресс, надпочечниковая регуляция, как бы первой слетает. Это же защита. Потому что благодаря кортизолу мы утром просыпаемся без встаём будильника, вообще, да. мы такие драйвовые, мы активные, и вечером спокойно мы можем заснуть без этого высокого кортизола. И вот чаще всего, конечно, на стрессе именно слетает, так называемая наша первая защита, щитовидная железа. На Поэтому стрессе всё-таки- первой летит щитовидка или как-то у кого-то по-другому? У всех по-разному. Ну, что нет, вообще, слетает. конечно, по-разному, но щитовидная железа на стресс всегда ответит. М. Она всегда будет проявляться тем или иным своим состоянием, и первичный все-таки стресс. Ну и плюс, я думаю, добавлю, что щитовидная железа у нас работает еще внутриутробного периода. 16 там недель уже активируется она у плода, у ребенка, и уже работает до конца жизни. Поэтому если у нас там мы берем пубертат,
какое-то время не работают еще яичники, пока ребенок не вырастет. Отдыхают. Да, отдыхают. То какие-то потом там тимус затухают через какое-то время, да, когда мы взрослеем. А вот щитовидка, она как бы начинает работать еще оттуда и до конца. То есть до конца она всегда с нами. Поэтому ее изменение, ее чувствительность к каким-то стрессовым моментам, конечно, изначально стресс. Она как бы первичнее, что она вовлекается в процесс всегда. Стресс есть, там стресс в виде невысыпания, стресс в виде переедания, стресс в виде вирусной нагрузки или бактериальной и так далее. Это все стресс для организма. Это как Лабузнов тогда приехал, он осенью приезжал, весной приезжал, года назад. осенью приезжал, Да, и осень говорит, тоже. сейчас надо поддержать щитовидку. Я говорю, почему вы так решили? Ну, он мне не это, он говорит, ну как почему? Смотрите, сейчас было тепло, а резко холодает. Да. И на резкий холод твоя щитовидка Да. должна сейчас обеспечивать энергией, Тепло. теплом Да, да. в холодных условиях. Ей нужно пахать. И то есть вот эти вот Да. неочевидные вещи, На которых мы не должны- задумываемся никогда. да, мы должны благодарить органы. Короче, надо каждое утро мантры петь органам и говорить спасибо, щитовидка, Ну, спасибо, да, какая-то пропой гипофиз. свою щитовидку, же нельзя пошла это выражение, что нужно Ну, вот- Магерия все время Да. пропевал ее, да, Да, и в да. душе петь надо. Есть, наверное, в этом какой-то смысл. А эпифиз нужно не кальцинировать. Так интересно, получается, у нас шишковидная железа тоже же все время пашет, да? Да, да, она 24/7 работает. Круто. И вот это наша мода, да, так называемая, из зимы перелететь за 4 часа в лето, лето. тоже такая огроменная нагрузка, да, на наш эпифиз. То есть ему нужно максимально Перестроиться. задать, да, ритм баланса всех гормонов, чтобы из жары или из холода перевести там, да, вот в такой климат. И часовая тоже Да, или нагрузка. наоборот. Представляете, какая прелесть. Главный дирижер сидит, говорит, эта дурочка Да. уехала Да, в Дубай, я не понял, плюс я сейчас 40. на зиму Да, должен работать или на Что лето. происходит? И вот, кстати, была раньше, и иногда некоторыми старыми докторами старой школы практикуется вот это, ну вот как, когда схема, да, когда гормоны щитовидной железы уменьшают летом и увеличивают в зимний период времени, вот когда заместительную гормонотерапией, да, человек поддерживается, и дозу гормонов зимой начинают увеличивать, чтобы терморегуляция в период зимы Лучше. щитовидная железа лучше, да, имела. И наоборот. То есть вы хотите сказать, что холодные конечности это тоже как бы признак гипотиреоза, Конечно, да? это даже у нас в анкете по вопросам щитовидной железы есть один пункт, который говорит о том, что щитовидная железа не окей. Это холодные руки и ноги, ледышки. А если они всегда с детства холодные, значит, ты врожденно передаешь Всё-таки ребенку. была, да, значит, уже изначально заложена такая слабоватая функция щитовидной железы. И я еще хотела добавить по поводу вот эпифиза. Мне вообще кажется, я всегда считаю, что вот циркадные ритмы, работа эпифиза, шишковидной железы, она тоже связана с щитовидной напрямую. И если у человека длительное недосыпание, да, именно не по количеству часов, как мы говорим, я же высыпаюсь, я же По ложусь, качеству. да, а по качеству и когда ты ложишься спать, самое главное. Тут даже, я говорю, количество, наоборот, может быть и меньше. Если ты правильно ложишься спать, ты можешь меньше спать, не обязательно 8-часовой сон, как мы привыкли думать. Он может быть и 4 часа, но он качественный и правильный, ты бодрым проснешься. Вот здесь этот момент тоже важный. Я даже в связке часто использую пептиды эпифиза от того же, в схеме с пептидами щитовидной железы, чтобы и с циркадным ритмом, и с эпифизом поработать, и щитовидной железой. Вот у таких людей, как правило, лучше динамика идет. Да, слушайте, ребята, вот этот вот тренд сейчас Эштон Холл, да, вот этот парень из Америки, это тренер, который набрал 1 миллиард просмотров, который лицо окунает в лед. Он ложится, он рассказывал свою рутину, он говорит, 4 часа решают все в твоей жизни. Он снял рилс такой. Это значит, что ты просто сдвигаешь, и весь свой день он сдвинул, и он ложится спать в 8 вечера и просыпается в 4 утра. И выглядит как бог, бегает как, не знаю, как Конь. болт. И идеальное у Это него тело. сверхчеловек. Сверхчеловек. То есть Просто вы поменял, то сдвиньте на 4 часа, сдвиньте свой график, и вы реально станете сверхчеловеком. Да. Но просто это не всем доступно. Это бесплатно, кстати. Даже? Да. Окуни лицо в лимон, побегай и спать Да, ложись в да, 8 вечера. да. Все, и ты будешь Тем красавчик. Я более- даже говорю, сначала спать ложись. Все остальное, даже питание, да потом Да. второй момент. Да, он сидит там, ест жареный бекон, там картошку
ложку фри, скорее всего, там что-то есть, но... Но он даже, если он в 8 ложится спать, он не успевает столько съесть за тот период, пока он не спит. То есть он уже в 8 ложится, ну, как бы как минимум 6-5 он уже заканчивает трапезу, пока он там подготовится ко сну и так далее. Поэтому даже просто по часам не успевает съесть больше. А когда мы спим, уходим до 12 до часу, ну, это сам Бог велел что-то перекуснуть. Хочешь жрать, спи. Конечно. Тем более в условиях нашей больной темы часовых поясов, ой, как правильно говорят, что мы на 1 Перевода час, часов, перевод да. часов, да, что если мы ложимся в 11, то по старому времени ты уже лег в 12, ты свой пик мелатониновой Пропустил активации начал пропускать. Да, мы должны двигаться в унисон со солнцем, как Да, бы. да, Солнце да. садится, закат, Солнце всё, садится, и все, давай. мы уже должны потихоньку готовиться. Дуй спать. Да. Да. Это также и во время уразы. Почему некоторые худеют, а некоторые прибавляют во время уразы. Потому что я считаю, во-первых, вечерний прием, какой он должен быть? Он должен быть, ну, не то чтобы как бедный, но он должен быть бедный углеводами, а у нас наоборот. То есть Аузашар у нас там столы ломятся. И даже, по-моему, есть в Инстаграме видео, как типа Аузашар делает президент Турции, там еще, ну, не буквально там тарелочка какая-то и что-то рядом, там, и все. Вот его весь Аузашар. Скромный. Да, скромный. И как У мы нас делаем какие-то Аузашар? пиршества в Да, последнее время. у нас да. вот как мы там в 6-7 начинаем, и до 12 можем сидеть, кушать и болтать и так далее. И уже потом утреннюю трапезу, я считаю, мы должны делать, уже все, не ложиться, по идее, спать. То есть ты как бы утром поел, восход солнца, все, ты должен уже вставать и работать там, я не знаю, ну, заниматься какими-то домашними делами, что-то делать и уже готовиться. Плодиться, жениться, твориться. Да. А у нас же мы как поедим и опять ложимся, типа досыпать там оставшийся час-два, кому сколько. И, конечно, это все Сбивается ритм, как бы у тебя же пульсация начинается. Да, и всё это Конечно, откладывается. выброс всех ферментов, гормонов там идет, а тут бац, опять мозг получил команду «спи». Вообще нереально. Ну, то есть это, по-моему, да, вообще это- все это, сбивает. Все конечно. спотыкаются потом. А вот, кстати, такой вопрос. Я видела рилс один, в котором чувак говорит, что питаться нужно, то есть трапеза должна длиться не более 20 минут, потому что через 20 минут начинается новый выброс инсулина. Вот какая-то такая история. То есть как действительно, когда мы долго сидим, долго едим, то действительно у нас еще есть еще второй выброс инсулина, да? Или с какой последовательностью вырабатывается? Ну, и, насколько я знаю, вообще инсулин выделяется в двух секрециях, в двух, ну вот как правильно говорят, Дозах. двух фазах. фазах. Базальная секреция инсулина, Да. которая Вот. натощак, которая перед едой, и Болюс. болюсная, то есть это когда на еду выделился Пиковая, да. инсулин. Но насколько активация болюсного инсулина еще идет во время еды, вот этот момент я, к сожалению, не Нет. могу точно сказать. Да. Ну, мне наверное, зависит от от того, что ты концентрации ешь, и как глюкозы, от того, углеводов, что ты да, ешь, да, конечно. конечно. Глюкоза выбрасывается у тебя на подъем уже, она Да. же регулируется, да, Конечно. это логично. От работы К и Л клеток кишечника, которые продуцируют и ГПП-1, и ГИП. Да, Да. то есть здесь Тоже индивидуально. Поэтому, да, пожалуйста, это всё таким очень, рилсом не верьте. Вот ты должен как солдат 19 минут и встал и побежал. Нет, конечно. Да. Вообще все, что связано с едой, должно быть не в спешке, спокойно, с удовольствием, но и не переедать. Да? То есть вовремя закрыть рот и Да, встать, важно. не переедать. А вот наша любимая, давайте еще поговорим про такой совет классный. Наши доктора дают, что если проблема с щитовидкой, проверь миндалины, проверь Да. иди к лору. Вот Да, откуда да. такая у нас? Это как раз Посылаем про то, далеко. что мы сегодня уже говорили, про вирусную нагрузку и про бактериальные нагрузки, то же самое. Что у нас ближе всего находится к щитовидной железе? Это наши миндальные, аденоиды, то есть один бассейн, так скажем, рота, носоглотка. Еще сюда зубы, я бы добавила. Еще зубы, кариес, каналы, да? Десна. У Да. детей зачастую мы имеем танзелиты постоянные, увеличенные миндальные аденоиды, это сейчас направо и налево у всех. Лимфоденопатия. Да, лимфоденопатия, ну и кариозные зубы, потому что детей сейчас уже и под наркозом лечат, там и в год, и в 2, и в 3. Вот, поэтому если есть хронические очаги инфекций, любые, зуба, миндалин, аденоидов, любой лимфоидной ткани, я считаю, что оно напрямую связано с будущим развитием заболеваний щитовидной железы. И если санировать порой эти органы, то есть к лору почти всех я детей направляю, чтобы проверили или прошли процедуру танзилор или что-то такое, эти дети зачастую получают лучшие результаты на фоне лечения. То есть у меня есть коллеги, которые говорят, пока вы лора из стоматолога не закончите, ко мне можете не приходить, эндокринологи.
Типа, говорит, вы там все пролечите, чтобы там было чисто, идеально. Потом приходите ко мне, я займусь щитовидной железой. Тоже логично, да? Да, потому что анатомически все это в одной локации. Да, это шея, голова. Мгм. Соответственно, все, что сверху, будет идти в лимфатическую систему и перегружать щитовидную железу. И теперь напоследок самое сладкое. Наши все подписчики часто спрашивают, как избавиться от седины? Почему у меня ранняя седина? Как с ней бороться? Я знаю, что у вас есть секретики, делитесь. Седина. Почему вот у кого-то Делимся, тихо, да, так без интересно, секрета. да? Я слушала подкаст Питера Атии с Хюберманом, они рассказывали про седину, раннюю седину. Все-таки доктора склонны считать, что это в том числе тоже гипотереоз и оксидативный стресс, да? Окислительный стресс, да. Потому что вообще все, что связано с окислением, с окислительной нагрузкой, это всегда через ферменты. Именно супероксидисмутазу, глютатион-пероксидазу, да, каталазу, а именно они вот как раз и активируют работу щитовидной железы. Мгм. Соответственно, если там эти ферменты не могут произвести все, что Да, нужно, уже и концентрация. щитовидная железа заходит в состояние гипофункции, ну и сидеть ты, соответственно, будешь чуть быстрее, чем там твой сверстник. Но это всегда через окислительный стресс, я считаю, что... А как вот проверить, есть у меня окислительный стресс? Ну, или есть нет? прям целые Анализы, тесты, да? да? Не, ну если ты А, седой, значит у тебя есть окислительный да. стресс. Если ты Да. быстро сидишь, да? Но Ну, если ты тут в ещё- цифрах хочешь посмотреть, Да. то можешь взять панель окислительного стресса. Есть прям целые, да, такие тесты, называются маркеры окислительного стресса. Туда заходят Глутатион. все основные защитники, я их так называю, глютатион, коэнзим Q10, витамин С, витамин Е, витамин А и 2 маркера окислительного повреждения, это 8-HDG и малоновый диальдегид. Да, то Это есть уже здесь- митохондриальная такая Ну, Да. история. конечно, это же всегда все на Внутри. уровне митохондрий. Но нужно еще не забывать о том, что вот эти все суперферменты окислительного стресса, они все железоимеет-зависимые. И если у нас есть дефициты железа, они, мне кажется, есть у Есть. каждого. Надо Да, смотреть ферритин, да, Дефициты и- меди, да, просто цирулоплазмин или медь, цинк. Да, цинк, кстати, зависимые тоже. Вот почему дефициты цинка, дефициты меди, дефициты железа тоже будут усиливать Седину, да, да. осветление волос, то есть вот пигмент начинает теряться. То есть здесь, Ну и конечно, тупо там анемия и Да. гипотериоз, и у тебя фолликул в гипоксии, Конечно. он Да, задыхается. Он не быстрее будет погибает, да. функционировать. То есть, если ты и в гипотереозе, и в анемии, у тебя просто укорачивается жизнь клетки, любой. И эритроцита, и любой другой. То есть, просто раньше погибает. Тотально. Да, и раньше погибает, не получает кислорода, задыхается. И вот почему, допустим, например, точно скажу, что мы делаем уколы Мелсманом в голову, да, и идет стимуляция новых фолликулов. То есть там у тебя, получается, просыпаются спящие фолликулы, за счет этого новые волосы растут. Но они опять будут седыми, если ты не закрыл вот эти все вещи. Да, Да, Мгм. просто здесь, говорю, нужно всегда тоже в комплексе смотреть на эту проблему. Дефициты, окислительный стресс, отсюда там гипофункция, железодефицит, белок дефицит. Да. Аминокислоты, вот белок мы забыли Да, вот, добавить, что аминокислоты тоже, то есть как пул, из чего создавать новый Если волос. тирозина мало, Да, не только тирозина, в принципе, да, м. любых аминокислот. Мгм. Тогда нужно Транспортёров использовать мало, да? аминокислотные комплексы, где Да. содержатся все эти аминокислоты вместе. вот пошел наш коллаген, На рекламная пауза. Не, ну правда, если у тебя нет аминокислот, тебе не из чего строить. Конечно, Конечно, это же конечно. деньги живые для организма. Это то, что он ежесекундно Тратит. постоянно тратит на синтез, на восстановление. Да, поэтому все, что связано с аминокислотным хорошим составом, причем, да, хотя бы базовые незаменимые аминокислоты, если есть, уже очень классно, да, организму. И коллаген в этой ситуации, он тоже такая очень классная помощь. Ну, я, например, вот сейчас мы будем запускать курс по менопаузе, и все-таки я женщин предменопаузальных призываю
пойти к эндокринологу, разобраться со своим гипотериозом. Если у вас следы от Складки. труселей, Да. отечности, даже, да? холодные руки и так далее, Сухая то я, кожа. конечно, сухая кожа, я советую седые волосы, вам нужно точно к эндокринологу и разобраться, потому что действительно менопауза протекает очень плохо у женщин с гипотериозом, да? Да, Да. на самом деле это так. Особенно Более климактерический ярче сон. проявление климакса, менопаузы у женщин, у которых гипофункция щитовидной железы. И раньше он еще начинается. И раньше начинается. Вот тут еще нужно отметить то, что при гипотериозе очень часто еще и пролактин ползет вверх. Да, это еще один фактор того, что в таких ситуациях да, менопауза тоже будет ярче проходить. С приливами, со С всеми бессонницами, с депрессиями. бессонницами, с депрессией, с рисками того, что в груди что-то может, да, появиться. Вырасти. То есть здесь еще нужно понимать, что гормоны щитовидной железы, именно Т3, он участвует в регуляции фаз детоксикации печени. Эстрогенов, в Эстроген, частности. в частности, да. Кстати, Поэтому многие доктора сейчас для профилактики РМЖ, рака молочной железы, прямо отдельно дают йодные загрузки. Мы забыли проговорить, для чего делаются йодные загрузки, чтобы Да. что? чтобы В данном случае я хотела сказать, раз вы сказали про РМЖ, хорошо работает йод на рассасывание всех этих фиброаденом, кист и узлов. Тоже Да. то, что да. В какой форме? Иодид калия или вот люголь? Настолько Если хочу честно, его даже, реабилитировать. даже вот люголь работает, но просто его дозировать очень трудно. Там большие дозировки йода. Поэтому я, конечно, больше склоняюсь к тем, где мы можем посчитать. То есть, Мгм. где я могу рассчитать и Капельками. увеличить до капельки. Ну, это может быть и капсула быть, но где я точно знаю, сколько в одной капсуле. Хотя старый дом люголи, может быть, кто-то помнит, бальзам Возрождения был какое-то время Но он и назад. щас Да, есть. он и сейчас есть, ну, как-то когда-то он был на пике своей популярности. Да, они тоже работают. Круто. То есть профилактика РМЖ это тоже йодные, прям да, хорошие истории да. с врачом. Но вообще интересно, что йод во всех тканях, во всех слизистых, потому что это первый такой помощник бороться с любым видом воспаления, инфекции любого генеза, бактериальный, вирусный. Да, вот почему йод там помазал на рану, и Да. сразу затянулась, Антисептик, да, да. эта ранка. Потому что сам йод, он во всех тканях, да, во всех органах присутствует. И если идет какое-то снижение уровня йода в организме, соответственно, мы всегда рискуем в минус уходить по регенерации тканей. Круто. Да. Есть даже такой момент, такая болезнь депиуэтрена, Контрактура? контрактура депиуэтрена. Да, дебют. Да, депиуэтрена. Сложное такое Название. название. Когда третий, четвертый палец, обычно третий, они не разгибаются, они вот натягиваются и постоянно вот в таком согнутом положении, не кисть, а сама вот ладонь. И он практически не разгибается, вот этот третий палец. И тут прям даже вот такая, знаешь, как жила проходит. И единственное лекарство для такой ситуации – это йод. Активно Сеточку йода? не просто сеточку, прям вот на вот эту часть ладони, да, по активности сухожилия мажут йод, принимают йод, но в основном это местно. И вот эта вот контрактура, она уходит. А эта сеточка диагностична? Вот нарисовал на попе сетку или там Мне где-то? кажется, не совсем, потому что сам по себе йод это очень летучее соединение. Ну, от да. многих Да. факторов Всех зависит, по-разному, да. Как да. сделал, как, Мгм. насколько много он намазал, Как какая ты кожа. жирно да, как нанёс, ты Ветер жирно дул, нанёс. не дул, Да. влажность, сухость. и Было так там у тебя что-то в воздухе. Я думаю, что тема щитовидной железы раскрыта. До субатомов мы ее разложили. И думаю, пора переходить к другим органам в следующих подкастах. Доктора, вы прекрасны. Я кайфанула, мне было все понятно. Я думаю, всем было. Жакс, тебе было понятно? Ты понял, что щитовидкой делать? Краем уха услышала. Já outra vermelho, йод шеверенда. Вот. И увидимся, до новых встреч. Хочется поговорить еще о многом в следующих выпусках. Спасибо большое.